Всем привет, с вами Ксюша, и сегодня мы делаем скальолу. Для начала сухой пигмент добавляю в гипсовую шпаклевку. В одну порцию материала побольше, а во вторую поменьше. И еще один цвет у нас будет в коричневых тонах. Эти сухие колоранты задают смеси основной цвет, а универсальные колоранты для краски создадут более мелкий узор декора. Отлично! Теперь подготовим жидкие колоранты. Для получения первого цвета нам понадобится смешать универсальные колеры в цветах морская волна и грязно-зеленый под названием полынь. Чтобы смесь не была слишком яркой, цвет приглушаю при помощи небольшого количества черного пигмента. Для получения второго насыщенно красно-коричневого цвета точно так же смешала бордовый, гранатовый и черный. После этого нужно сделать разметку при помощи обычного карандаша. Она нам в дальнейшем поможет с размещением цветов скальолы, и мы заранее будем знать, где и как будет стыковаться узор. Советую вам не экспериментировать с разметкой сразу на стене, а перед началом работы создать этот план сперва на бумаге, а уже после этого просто перерисовать его. Закончили с прорисовкой, и у нас получилась вот такая заготовка для последующего заполнения ее скальолой. Вообще правильная разметка – это основа любого качественного результата. В декоративной штукатурке, дизайне и искусстве везде важны точные линии, формы и цвета. Декораторы и художники работают с этим в реальном пространстве, а графические дизайнеры создают выразительные композиции в цифровой среде. Любая упаковка продуктов и даже услуг, оформление аккаунтов в соцсетях не обходится без навыков графического дизайна. Этот навык необходим повсюду. Хотите попробовать себя в этой сфере? В Яндекс.Практикуме можно бесплатно пройти вводную часть курса «Графический дизайнер». Уже с первого урока в онлайн-формате вы узнаете, что такое дизайн, какие задачи решает дизайнер, и попробуйте себя в новой роли через практические задания. На вводном курсе нет комьюнити и кураторов, но он помогает понять, интересно ли вам развиваться в этой профессии. А если понравится, можно продолжить обучение в полном курсе, который длится 9 или 12 месяцев в зависимости от программы. Вы изучите основы дизайна, композицию, цвет и типографику, освоите Figma, Photoshop и Illustrator, научитесь создавать мерч, лендинги, презентацию, анимацию, макапы. В программе есть модуль Яндекс.GPT и Яндекс.Арт. Он научит работать с ИИ для генерации контента, анализа трендов и создания интерактивного дизайна. К окончанию курса у вас будет готовое портфолио, а эксперты карьерного центра помогут разобраться, как искать заказы, формировать цену на работу и взаимодействовать с клиентами. После обучения вы сможете присоединиться к клубу выпускников, получать поддержку, участвовать в проектах и находить актуальные вакансии. Не упускайте возможность освоить новую профессию. Пройдите бесплатную вводную часть. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Любите то, что делаете. Далее берем пленку, на которой будем раскатывать скальолу, и приклеиваем ее к стене вот таким образом. Теперь при помощи маркера копируем на пленке те линии разметки, которые сделаны карандашом. Пока пленку можем оставить на стене и перейти к замешиванию материала. Это у нас один из самых важных этапов создания скальолы. Основной секрет этого процесса заключается в нарушении последовательности смешивания воды и сухой смеси. Правильно добавлять шпаклевку в воду, а не наоборот. Изменяя эту последовательность и добавляя жидкость в шпаклевку, образуются комочки, которые мешают получить однородную массу. Но для создания скальолы именно они нам и нужны. Перемешали материал и теперь добавляем туда жидкие колеры. Один из них под названием полынь, а второй – это тот, что мы подготовили заранее. Перемешала колоранты и пересыпаю теперь материал в пакет. В нем шпаклевка будет достаточно долго оставаться пригодной к применению, а также из него удобно набирать разные цвета заколированных комочков и смешивать их между собой. Более подробно процесс колировки я уже показывала в одном из своих видео, ссылку на него я оставлю в описании. А сейчас, чтобы не тратить время, переходим к процессу раскатки. Делать мы будем немножко по-другому. Расстилаем на стол пленку и смазываем ее прозрачным маслом для банных полков. Нанесли масло, теперь берем наши заготовки и выкладываем их на эту пленку. Скальола у нас состоит из двух основных оттенков – зеленого и красно-коричневого. Для создания зеленых элементов декора необходимо смешать комочки двух зеленых цветов.
Сперва складываю пленку пополам и немного придавливаю ее рукой. После беру скалку и хорошо раскатываю материал. На края скалки нужно сделать ограничители толщины раскатки, намотав на них одинаковое количество изоленты. Толщина должна быть от 4 до 5 мм. Немного раскатали материал, теперь убираем пленку и сворачиваем его пополам. Немного прижимаем рукой и хорошенько разглаживаем пленку, чтобы не было изгибов, которые будут отпечатываться в материале и оставлять неровности. Для такой работы хорошо подходит пленка, в которую заворачивают цветы. Шпаклевка практически не прилипает к ней. Плюс она достаточно прочная и не мнется. Немного раскатали и теперь еще раз складываем пополам. Можно даже и еще раз сразу свернуть. Вообще, чем больше таких процедур сворачивания мы проводим, тем более мелким получается рисунок. Вы можете сделать несколько образцов перед работой и сравнить результаты с разным количеством складывания шпаклевки. Кому-то понравится более явный, четкий рисунок скальолы, примерно такой, как на данном этапе раскатки. А кто-то, возможно, остановится на максимально мягком, плавном смешивании цветов с мелкой детализацией, напоминающей рисунок гранита. При таком складывании материала, как в этом видео, мы получим очень мелкий узор, который дополнительно смягчается при снижении контраста цветов во время высыхания шпаклевки и ее шлифовки. Вы можете комбинировать фрагменты материала с мелкой и крупной детализацией. Это позволяет разнообразить общий узор и получить очень интересный результат. Расстилаем на стол пленку и смазываем ее маслом. Готово. Теперь снимаем пленку с рисунком и накладываем ее на ту, что намазана маслом. Нужно ее очень хорошо разгладить, чтобы она тоже была вся в разделительном слое масла и шпаклевка к ней не прилипала. Далее приподнимаем один край, аккуратненько, чтобы не съехала нижняя пленка. Берем нашу заготовку и разворачиваем ее. Теперь нам нужно разделить нашу колбаску на небольшие части и сформировать из шпаклевки узор, ориентируясь на разметку, сделанную фломастером. Выкладываем их на небольшом расстоянии друг от друга, вот таким образом. Ориентируемся на тот фрагмент размеченного рисунка, который заполняем. Главное, чтобы не было изгибов пленки. Хорошо расправили ее и можно формировать узор. Раскатывать материал проще, когда линии маркера сверху, и мы четко контролируем, где шпаклевка выходит за края, а где ее не хватает и нужно добавить. Теперь нужно перевернуть пленку и добавить заколированную шпаклевку в те места, где по разметке ее не хватает. Я это буду делать комочками, чтобы добавить разнообразие в узор, но можно для этого применять и раскатанную шпаклевку. Также эти комочки можно добавлять не только по краям, но и на уже раскатанные участки. Это позволит получить среди однородного мелкого узора более крупные, заметные элементы. Можно даже использовать другие цвета для этого. К примеру, у меня скальола двухцветная, и можно добавить на крупные зеленые участки небольшие коричневые вкрапления. В видео, на которое я оставила ссылку в описании под роликом, я показываю подобный вариант раскатки. Готово! Можно снимать верхнюю пленку. Как вы видите, при использовании масла шпаклевка к ней не прилипает. Оно очень сильно помогает, особенно если применяете не пленку для цветов, а какой-то другой вариант. Немного смочили материал водой и можно переносить заготовку на стену, ориентируясь при этом на разметку, которая сделана на кварц-грунте. Аккуратненько прикладываем, тут главное никуда не торопиться. И после этого хорошо разглаживаем ее кельмой. Делаем это с достаточно сильным нажатием, чтобы материал хорошо зацепился за песчинки, которые есть в кварц-грунте, и не сполз вниз. В такой работе пленка для цветов очень хорошо себя ведет. Она не эластичная и не растягивается при боковом давлении кельмой. Следующий элемент я подготовила и приклеиваю его к стене. Эта часть узора у нас побольше, и с ней не так удобно работать, как с маленькой. Если делать элемент раза в 2-3 больше, то тут без помощника будет сложновато аккуратно перенести такой крупный тяжелый элемент на стену. Пригладили новый фрагмент,
Сразу снимаем пленку и подрезаем края, заодно снимаем малярный скотч. Нужно делать это максимально аккуратно и никуда не торопиться. С зелеными элементами скальолы закончили, и можно переходить к коричневым. Материал я уже заколеровала и теперь выкладываю его на пленку. В сыром виде он выглядит достаточно ярким, но при высыхании насыщенность снизится. Плюс я сразу добавляю к нему немного светло-зеленого. Он не будет сильно заметен в коричневом, но местами добавит небольшие участки с еле заметной зеленцой. Так как светло-зеленый мы добавляем уже при первой раскатке, то он практически не будет заметен. Если добавить его на последних этапах, то в мелко детализированном коричневом узоре получатся хорошо заметные крупные зеленые элементы. Я экспериментировала с другими цветами, и выглядит это примерно вот так. Раскрываем пленку и складываем материал, так же как при работе с зеленой шпаклевкой. Сложу даже сразу не один раз, а два, чтобы зеленый лучше распределился в массе, а структура узора получилась более мелкой. Главное правило тут: чем больше складываний и раскаток, тем мельче узор. Если нужен максимально крупный рисунок, тогда нужно делать большие комочки и после первой раскатки наносить материал на стену. Ну или просто менять технику и делать что-то по типу того, как я создавала скальолу на кухонном фартуке. Это видео тоже оставлю в описании. Там есть полезная информация по подготовке стены и работе со стеклохолстом. Что касается колировки этого коричневого цвета, я делала все по той же самой схеме, что и с зелеными. Сперва, чтобы получить комочки, в шпаклевку с добавленным сухим пигментом заливала воду, смешанную 1 к 1 с ПВА, а после в них добавляла жидкий колер. Один это был чисто кофейный колорант, а второй это смесь граната, бордового и черного. В итоге эти жидкие колоранты позволяют нам получить вот такую заготовку с красивыми переходами оттенков. Вы можете использовать любые цвета, которые хотите, и сочетания, которые встречаются в разных сортах мрамора. Просто поищите фотографии мрамора в интерьере. Так не только можно найти хорошее сочетание оттенков, но и интересный рисунок натурального камня, который даст идеи для работы в технике скальола. Готово. И этим цветом нам необходимо заполнить пустые участки. Соответственно, маркером делаем на пленке разметку по их форме и выкладываем на нее материал. В тех местах, где материал вышел за контур маркера, его можно подрезать и добавить туда, где его не хватает. Аккуратненько сдвигаю шпаклевку в сторону, чтобы заполнить мелкий элемент по разметке. И при помощи скалки раскатываю это место, чтобы материал распределился и закрыл собой получающийся пропуск. Вот таким образом. Ничего сложного тут нет. Далее снимаю верхнюю пленку. Как видите, шпаклевка к ней практически не прилипает. После этого слегка смачиваю заготовку водой, и можно переносить ее на стену. Теперь берем кельму и разглаживаем материал посильней. Таким образом заполняем все углубления и оставляем скальолу до полного высыхания в течение суток. Шпаклевка полностью высохла, и теперь необходимо ее выровнять и вскрыть рисунок. Для этого я использую 120 абразив. После шлифовки поверхность нужно загрунтовать, чтобы ее обеспылить. Это можно сделать при помощи пропиточного или укрепляющего грунта. Если шлифовали шпаклевку вручную и осталось очень много пыли, то перед нанесением грунтовки ее нужно смахнуть сухой тряпочкой. Иначе колоранты, которые есть в пыли, смешаются с грунтом и немного окрасят декор в грязный цвет. Нанесли грунт, и после его высыхания перекрываем всю поверхность белой гипсовой шпаклевкой. Набираю ее на шпатель вот таким образом. Много материала не нужно. Сейчас нам нужно нанести ее тонким слоем и заполнить мелкие углубления и сколы, которые остались на поверхности.
Никелированная шпаклевка сделает декор более светлым. Это нужно учитывать при работе. Если вы этого не хотите, то можете заколеровать ее в один из цветов, который есть уже в узоре скальолы. Так этот выравнивающий слой привнесет в декор минимальные изменения. Я применяю материал в белом цвете и не буду его сошлифовывать полностью, чтобы он оставил легкую белесую дымку, немного притушив яркость цветов. Добавляю процентов 10-15 воды в акриловый полуматовый лак. Для защиты скальолы в сухом помещении подойдет мебельный или паркетный. Лак разбавляем только на первый слой, так как он у нас будет грунтовочным. После его высыхания необходимо будет нанести еще 2 слоя лака, но уже без разбавления водой. Сложного на этом этапе ничего нет. Главное распределять материал тонким равномерным слоем и не оставлять подтеков. Остальные слои я нанесу за кадром. После полного высыхания лака можно приступить к его полировке. Начинаю я с 400 зерна и двигаюсь на уменьшение. Закончили с полировкой и теперь делаем рамку из вот таких молдингов. Подойдут полиуретановые или из ударопрочного пенополистирола. Они у меня уже подрезаны под 45 градусов, поэтому выставляем уровень и приклеиваем их. Делаю я это при помощи акрилового белого клея для полиуретана. Сделали рамку, теперь необходимо расклеить малярный скотч, чтобы защитить скальолу от попадания краски. Таким образом расклеили малярный скотч по всему периметру и приступаем к покраске. Начинаем с молдингов. В работе я использую акриловую глубоко матовую краску. Наношу ее маленькой кисточкой с мягкой щетиной. Она позволяет нанести краску тонким слоем и не оставляет следов. Быстренько покрасили нашу рамку и можно переходить к подготовке основания под нанесение декоративного песка. Он у нас будет в очень светлом цвете, поэтому использую ту же никелированную белую краску. Наносим краску в 2 слоя и после этого проклеиваем рамку малярным скотчем по всему периметру. Далее приступаем к нанесению песка. Для этого нам потребуется обычная губка, которую нужно доработать при помощи пинцета. Выщипывая кусочки губки, мы создаем своего рода штамп, используя который можно создавать определенный узор на поверхности. Вы можете сделать несколько вариантов и на образце поэкспериментировать с формой отпечатков. Ну или сделать примерно как у меня. Тогда узор будет похож на хаотичную сетку с небольшими по размеру ячейками. Теперь необходимо заколеровать песок. В базовом цвете он слегка розовый, и этот оттенок нам необходимо приглушить. Это можно сделать при помощи универсального колера в цвете морская волна и белого. Вообще очень часто декоративные материалы имеют в базе розовинку, и этот метод позволяет ее немного убрать. Хорошо перемешали, и теперь сравним новый цвет с тем, который был до этого. Делаем выкрас на белой крышке от банки и сразу видим разницу. Цвет стал менее розовым. Теперь, чтобы удобно было набирать материал на губку, переливаю небольшое количество декоративного песка на крышку. Сразу к работе не приступаем. Сперва нужно немного распределить декоративный песок, чтобы получились равномерные отпечатки. Достаточно. Теперь делаем отпечатки. Очень сильно прижимать губку не нужно. Делаем легкие прикосновения и немного вращаем ее. Главное тут держать на губке достаточное количество материала. И после набора, когда на ней максимальное количество песка, не сделать слишком больших отпечатков.
Если где-то слишком тонкий слой, то набираем еще и добавляем туда, где не хватает. Этот узор позволяет так работать. Как вы видите, ничего сложного тут нет. Набираем материал на губку и постепенно заполняем всю поверхность. Делается все достаточно просто и быстро, поэтому такая техника нанесения хорошо подходит для новичков. В углу нужно быть чуть аккуратней. Если у вас не получается сделать отпечатки в самом углу губкой, то можете соединить переход узоров маленькой кисточкой. Закончили с первым слоем и даем ему полностью высохнуть. Перед нанесением второго разбавляем декоративный песок на 10% водой. Хорошо размешали, и наносить второй слой будем при помощи кисти с мягкой щетиной. Набираю небольшое количество песка и приступаю к нанесению. Сейчас нам нужно перекрыть всю поверхность равномерным тонким слоем материала. Кистью следует двигаться в разные стороны, без сильного нажима. Главное тут работать достаточно быстро и не останавливаться на одном месте, пытаясь сразу убрать следы от кисти. Так может получиться пятно из-за слишком сильного наслоения материала. Сам по себе декоративный песок имеет прозрачность. Если вам не нужно максимально светлый вариант этого покрытия, то основание лучше красить в цвет, близкий к декоративному песку. Так оттенок получится более насыщенным. Нанесли небольшой участок, возвращаемся к предыдущему и еще раз приглаживаем кистью. Сильно нажимать на кисть не нужно, делаем легкие движения, как будто смахиваем пыль с поверхности. Как раз при повторном разглаживании мы убираем следы, которые оставались от кисти, и распределяем песочек более равномерно. Работая на большой стене, главное не наносить тонкослойные материалы квадратами. Заполняйте поверхность неровными хаотичными участками с рваным краем. Если даже и получится пятна при стыковке участков, то они будут извилистые, и их будет не только сложнее заметить, но и гораздо легче исправить, нанеся еще один слой материала, делая стыковку участков в других местах. Закончили со вторым слоем, снимаем малярный скотч с рамки и ждем полного высыхания декоративного песка, а после посмотрим, что у нас получилось. Результатом я очень довольна. Мне нравится, как показал себя новый вариант замеса скальолы и как она смотрится в сочетании с декоративным песком. Сегодняшнее видео хорошо показывает, как взаимодействуют разные варианты декора между собой. Когда фон был черным, на контрасте цвета скальолы терялись и смотрелись блеклыми. После нанесения декоративного песка в светлых тонах центральный акцент как будто бы ожил и стал смотреться совершенно иначе. Это показывает важность подбора элементов декора в дизайне интерьера и взаимосвязь их насыщенности и контраста. Я сейчас говорю не только про сочетание двух декоративных материалов для финишной отделки стен или таких элементов окружающей обстановки, как мебель, но и про создание деталей в одной декоративной штукатурке. Чем больше цветов используется в работе, тем сложнее создать гармонию между ними. Без понимания того, что одни элементы могут заглушать или подчеркивать другие, очень сложно создавать сбалансированный вариант. Поэтому, если решили применять в работе технику со сложной цветовой схемой, то обязательно делайте образцы, которые помогут заранее определиться с колеровкой материалов и дадут представление о том, как будут сочетаться выбранные вами цвета. Говоря о нанесении самих декоративных материалов, хочется напомнить про вариативность работы со скальолой. Эта техника позволяет получить массу разнообразных эффектов. И видео моих работ, ссылки на которые я оставила в описании под этим роликом, хорошо демонстрируют это. Самое главное, что вы можете сочетать элементы этих техник и получать более сложные и неповторимые варианты декора. Тут огромное поле для творческих экспериментов. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Это очень помогает развитию канала. Всем здоровья, удачи, пока!